Так, друзья, следующий день включения. Процесс какой? Дальше будем осматривать ЦПГ. Посмотрел я их так беглым взглядом сейчас. Ситуация какая? Вот тут группа головок. Вот, видно, вторая. Вот здесь вот третья. Это раз. Но это не самая большая беда. Вот эта головка относительно ровная, более-менее она притянется. А вот эта головка неровная. Одной рукой не получится, наверное, показать. Слышно, да? Она играет. Соответственно, ее надо, вот эту вот плоскость, выровнять, сфрезеровать, обратиться к токарю, чтобы он выставился. И хотя бы, да, минимально необходимое снять, выровнять. Ну и эту заодно тоже чуть-чуть. Потому что, я так понимаю, цилиндры это Китай. Ну и потом цилиндры тут без выработки, абсолютно. Цилиндры без выработки, но вы поняли, да? Дальше впускное окно, смотрите. Впускное окно, видно, да? Вот эта вот ступень. Цилиндр, кстати, кто-то хотел рокер с него, что ли, сделать. Делали лыски на поршнях, видите? Но почему-то не убрали ступени во впускном коллекторе. Видите, как вот здесь это. Это все нужно, если уж тюнингом занимаетесь, это надо все убирать, особенно на впуске происходит завихрение. Дальше цилиндры лысые, без хона. Вот видно, да, следы от бормашинки, точили окна. Ну, выравнивали, может, не знаю, там, что там делать. Выхлоп тоже там со ступенями. Ну, на выхлопе хотя бы не перекрывается. Так, то есть цилиндры это не завод. Цилиндр не завод. Плоскость вот эту лекальной линейки у меня сейчас под рукой нету. Я не могу посмотреть. Ну, хотя бы штангель приложим. Ну, головки надо бы сфрезеровать. Дальше, если уж головки фрезеровать, смотрите, здесь вот эта плоскость. Здесь тоже бормашиной. То есть прокладку сверху оставили, а бормашинкой вот так вот сточили. Здесь в меньшей степени, но тоже. Гарантировать, что это все будет работать, не будет пропускать. Но я не знаю, я не могу это гарантировать, друзья. Это нужно все исправлять, выравнивать. Ну тут вот есть явные, я вот пальцем их чувствую, кратеры. Ну, волна такая идет. Прокладкой может не обжаться. Так, выхлоп. Выхлоп тоже. Здесь вот прошли, а рядом со шпильками. Не стали шпильки выворачивать. Так. Ну, еще что? Еще вот самое важное, конечно, это плоскость прилегания к картеру. Здесь тоже поработали бормашиной. Здесь и бормашинка, и чем-то еще корщеткой, наверное, металлической такой, знаете. Вот, я также прикладывал штангель. Имеется перепад высот. То есть здесь, по факту, на этих цилиндрах придется выравнивать вот эту плоскость, патрубка впускного и головки, да. Ну вот сколько токарь за это возьмет, потому что цилиндры не родные, цилиндры Китай. Если, скажем, токарь скажет, дайте мне 10 тысяч рублей, проще купить такую же китайскую поршневую. Интересно, конечно, еще развертку снять. Может быть, сейчас чуть попозже это сделаю. Времени что-то не хватает. Снять развертку цилиндра и посмотреть, совпадает ли она с родными цилиндрами от Юпитера 6. Это вопрос вопросов. Далее, я так понял, были прихваты на этом двигателе. Поршни имеют задиры, вот здесь вот небольшие, но все-таки имеют. И нужно что сделать дальше? Процесс какой? Нужно снять поршни и попробовать посмотреть зазоры. Сколько по зазорам здесь.
Если зазор там 5 сотых, ну это мало. Скорее всего, поршни. Ну, поршни похожи на родные, я их еще пока не снимал. Вот. Ну, 5 сотых должно ездить, но разочек, если поднагреться так хорошенько, то может и приклинить. Потому что вот этот вот материал гильз тоже неизвестен, его коэффициент расширения. Вот. Владелец, я так понимаю, хочет просто завел и поехал, то есть передвигаться просто на мотоцикле. Ему не интересны все эти коэффициенты расширения, приклинивания и так далее. Я его прекрасно понимаю. Вот. Поэтому нужно что-то с этим думать. Цилиндры я заберу домой, покажу их токарю, что он скажет. Но вот в цилиндре я вижу, там вот полосы идут от расширения поршня, я так понимаю. Ну, на камеру может не очень хорошо, но я их отчетливо вижу. Вот там вот алюминиевый, видите, слева над окном, над продувочным. Вот, натир такой алюминия. Здесь вот справа тоже. Вот видите. То есть, если зазор маленький, я бы что сделал с этими цилиндрами? Их расхинговать немножко, буквально там на пару сотых, 2-3 сотых, пройтись хонголовкой. Заодно они выровняются по геометрии, потому что есть такая фигня, у Юпитера плывет геометрия. Особенно вот здесь вот внизу. Вот, немножко расхинговать, сделать 8, 7, от 6 до 8. Ну, я бы сделал 8 зазор на этих поршнях. Вот. Несмотря на то, что это водяной Юпитер, все равно как бы гильзы непонятно. Это бы гарантировало, практически бы гарантировало избежать приклинивания, да, двигателя. Также вот эти вот плоскости нужно выровнять. И в идеале, конечно, выровнять и плоскость вот этого вот подключения патрубка, который под углом у нас идет. Ну вот нужно это все делать у одного токаря. Здесь нужен такой вот станок, да, чтобы можно было по координатам все это выставиться. Но опять, кто Москва, понимаете, да, сколько за это запросят, неизвестно. Может быть, это законсервировать их, потому что вот этот алюминий, его тоже нужно с цилиндров убирать, это нельзя так будет ездить. Может иметь смысл их законсервировать, оставить до лучших времен, потому что, еще раз повторюсь, это не завод, это не заводские цилиндры какой-то ценности исторической, и либо вот такой вот для сборщика, ну, лично для меня они ценности никакой не представляют. По факту здесь даже из родного рубашки, которые тоже испорчены. Да, почему я так говорю, что возьмут много, потому что я хочу, чтобы мне вот эту плоскость выровняли, не вытаскивая гильзы цилиндра. Потому что здесь все-таки водяная рубашка, и есть вероятность, что они не переживут этого. То есть вытащить гильзы, и потом может начаться проблема с пропусками жидкости в цилиндр. Вот. Также по шпилькам вода может поступать вот из-за этой вот плоскости, то, что здесь вот проточили, вода будет поступать и сюда по шпилькам, и будет поступать в коленвалы. Можно испортить коленвалы, то есть, например, вы на зиму поставили, а у вас вода потихонечку в кривошипную камеру будет попадать. Ну, не вода, там охлаждающая жидкость. И коленвалы скорродируют. Весной начинаете заводить, пару тысяч проездите, и до свидания. Это все важно, это нужно объяснить владельцу. Понимаете, да, сколько времени уходит вот на ремонт, на сборку, поэтому я в основном не снимаю вот эти вот сборки двигателей. Это мне бы так успеть его собрать человеку по-быстрому, потому что все хотят быстро, но и без потери качества. Поэтому на съемки абсолютно нет времени. Вот такие новости. Дальше этап какой: я сниму поршни, замерю их микрометром, замерю нутрометром диаметр цилиндров. Не знаю, буду я это показывать там в интернете навалом этих видео. Дальше вытащу коленвалы. Коленвалы перепрессованы здесь под шатуны USS. Это китайские шатуны под Минск. Но они на Юпитер тоже становятся там по 14 палец. Единственное, сепаратор надо посмотреть, какой здесь поставили. Вот, поэтому это все нужно разобрать. Коленвалы бросить в биениемер, посмотреть, сколько у них биения. Если там в пределах допуска, мы их оставим.
Так, еще что? Да, двигатель некомплектный, здесь нескольких мелочей не хватает. Владельцу я сообщу о них. Да, конечно, замена всех сальников. Подшипники здесь меняли, они новые, хорошие подшипники. Ну, тут вот, скорее всего, с C3, с коэффициентом, с зазором. Это нормально для Юпитера. Вот, поэтому будем дальше смотреть. Так, друзья, дальше, смотрите, пока я не разобрал, вот вытащил два стопорных кольца, смотрите, какая ситуация. Так как шатуны USS, вон они, видно надпись, минские, у них головка ВГШ, она уже. Так, друзья, дальше. Вот я вытащил пальчик, да, из поршня. И наблюдаю вот такую вот картину. Видите, там вот рыжее такое. Думаю, не понял, что может быть сепаратор терся. А нет. Из-за того, что при сборке не смазали маслом, смотрите, все заржавело. Я не уверен, что вот эта дорожка осталась в хорошем состоянии. Сейчас я уберу эту всю ржавчину отсюда, вычищу и будем смотреть. Если останутся раковины, то нужно расхайнговать головку. Благо на Юпитер есть ремонтные пальцы. Вот. Ну, либо делать втулку. Ну и, конечно же, сам сепаратор видно, да, вот коррозия. Но с сепаратором проще, его заменил и все. Вон оно. Потому что вот эти вот поверхности, они все должны быть идеальные, чтобы гарантировать долгую работу мотоцикла. Если с такой коррозией ставить, я не знаю, сколько это проедет. Я так ни разу не собирал и собирать не собираюсь. Честно вам скажу. Сейчас уберу эту ржавчину, посмотрим. Так, друзья, выпрессовал я палец окончательно. Смотрите, вот здесь вот, сейчас наоборот, наверное, со света убрать. Вот, видите задиры на поршне со стороны выхлопа? Поршень какой-то каверный. Вот, а здесь тоже небольшие, но в основном со стороны выхлопа. Не знаю, то ли он изначально такой был, потому что этот двигатель не мог работать. Не знаю, может быть, заводили, конечно. Там вот грязь в картере. Да, еще что. Вот пальчик. Конечно же, коррозия уничтожила и его. Сейчас попробую. Видно, да? То есть мотоцикл стоял. Когда собирали, при сборке масла не капнули. Но тот человек, который прессовал валы, он ответственно подошел к работе. Там головка НГШ смазана. Там коррозии нет. Это хорошо. Но вот человек, который делал сборку мотоцикла, он лепил, так сказать. Не знаю, кто ее делал. Ну, валы смазаны внизу. Коррозии там нет. Ну, я их все равно вытащу, потому что если уж такие проблемы, неизвестно, как там, может быть, с сальниками проблемы. Сальники все равно будем менять. В общем, надо все это осмотреть. Может быть, и бывает, даже я разбирал двигатель, там стопорных колец половины нет, которые должны удерживать. Так что будет полная разборка двигателя, полный капитальный осмотр и ремонт. Продолжаем. А мы тем временем будем продолжать дальнейшую сборку. Так, сейчас сниму кольца с поршня и попробую установить поршень сюда, да, в наш цилиндр, в котором он стоял. Я их пометил, вот левый, буковка L. Ну и цилиндр у нас, соответственно, тоже левый. И посмотрим зазор. Соответственно, и колец посмотрим зазор.
Важно не перепутать верхнее кольцо, которое было наверху, его и нужно будет потом наверх поставить. Вот это нижнее, его на низ, потому что оно уже какое-то время поработало в цилиндре и притерлось. Так. Убираем все эти народные вещи, которые могут нам помешать. Пишем вверх. Видно, да, что справа вот тут вот внизу подклинивает поршень. Это очень частое явление, а дальше он просто проскакивает. На Юпитерах вот тут вот происходит схлопывание вот этой части цилиндра. Практически на всех. Да не практически, а на всех. Зазор хороший. С таким зазором должно все работать. То есть цилиндр можно оставить. Так, это что касаемо левого. Пальчик. Сейчас мы обмерим пальчик из левого поршня. Так, 10, 11, 12, 13, 14 минус 1/1. 14 минус 1/1 везде. Так, это левый цилиндр. Теперь правый. Ну, кстати, цилиндры с разных мотоциклов. Вот там зеленый был антифриз. Здесь какой-то рыжий. Начнем с измерения пальца.
Здесь он без коррозии. Палец такой же размерности, 14 минус 1/100. Пальчик ровный по всей длине. минус 1/100. Сепаратор цел на правом, без следов износа и других дефектов. Поршень похож на завод. Есть небольшие повреждения в одной из бабышек поршня. Вставляется от усилия пальца. С обеих сторон. Так, снимаем поршни, кольца. Поршень сидит хорошо, с необходимым тепловым зазором, близко к хорошему. Вот опять же, видите, вот это кольцо приклинивает поршень, а дальше он проваливается. Ну, это нормально для всех Юпитеров. Да, давайте теперь кольца, наверное, посмотрим, зазоры. Так, сейчас измерим кольца, зазор в цилиндрах, чтобы хотя бы иметь какое-то представление. Ну, зазор слегка увеличен, но в пределах рабочего. Потому что, я так понимаю, других колец у нас все равно нет. 4, 3. Две целых 2,8 толщина кольца.
кольца. В принципе, эти поработают еще. Потому что Тобяко, что сейчас продается, друзья, совсем все плохо. Ну, здесь, к слову, кольца только-только притерлись. Я, конечно, не знаю, они, скорее всего, в другом цилиндре стояли. Но, тем не менее, вот желтое кольцо верхнее, которое, оно вполне себе только пришлепалось. Ну, здесь такой же зазор в допуске. Щуп у меня в гараже, но здесь больше 0,35, это точно. Вот, пока перед сборкой я потом скажу точные размеры. Вот. Ну все, в принципе, осталось только выровнять плоскости на этих цилиндрах, и можно собирать. Это допустимо. Пальчик.